Всех приветствую на своем канале. Данный ролик я хотел бы посвятить вопросу программирования дополнительного брелка с ключом для Jeep Patriot. Свой автомобиль я купил с одним ключом, и, конечно, отсутствие запасного как-то не сильно радовало. Попробовал поискать оригинальный, но цена на него без учета нарезки лезвия и программирования была уж слишком высокой. Предложения, которые я нашел в интернете, доходили до $250. Решил пойти другим путем. Зашел в супермаркете в лавку, где мастера делают ключи. Они рассказывали многое, но цена с учетом того, что они будут использовать неоригинальный брелок, немного снизилась. Вместе с нарезкой и программированием уже они меня по цене сориентировали на $100-150. В принципе, я уже было начал собирать деньги на это мероприятие, но решил все-таки погуглить в интернете вопрос о самостоятельной привязке ключа к моей машине. И о чудо, нашел на ютубе ролик доброго человека о том, что можно это сделать самому без особых затруднений. Естественно, за это все равно нужно заплатить, так как совсем бесплатно это сделать не получится по этому способу, но по крайней мере это выйдет в несколько раз дешевле, чем обращение к официалам или ключникам в торговых центрах. В этом видео я попытаюсь немного шире раскрыть вопрос, так как у автора ролика, чьим советом я воспользовался, некоторые моменты были упущены. Для прошивки ключа понадобится собственно сам ключ с брелком, адаптер для подключения к мозгам автомобиля OBD2 ELM320M с Bluetooth, программа для Android, которая называется JScan. Ключ я заказывал на AliExpress, причем сразу с нарезкой лезвия. Причем нарезку продавцы сделали по фотографии, которую я выслал им в чате AliExpress. Брелок нужно выбирать более внимательно, так как он может быть на разные частоты настроен в зависимости от рынка, на который был рассчитан автомобиль. У европейцев частота 433 МГц, у американцев 315 МГц. Короче, прежде чем выбрать брелок, нужно внимательно посмотреть, что написано у него сзади, и подбирать такую же надпись на AliExpress. А еще лучше перед заказом проконсультироваться у продавца и спросить, подойдет ли брелок к твоей машине. Мой продавец был общительным и все мне подсказал правильно. Адаптер ELM327 я покупал немного раньше не для прошивки ключа, а для сброса ошибок в машине. Для работы с программой JScan рекомендуется использовать адаптер с Bluetooth. Заказать адаптер можно как с AliExpress, так и в любом интернет-магазине, но на Али он, конечно, будет немного дешевле. Android-программу JScan я без проблем скачал с Play Market, и сначала может показаться, что она бесплатная, но когда дело доходит до продвинутых функций, то нужно покупать лицензию для своего авто по WIN-коду. При покупке лицензии для программы и оплате через Google Pay я столкнулся с проблемой отклонения платежа. В чем причина, разобрался не сразу, но оказалось, что программа польская, и при оплате происходила конвертация с моей национальной валюты на доллары и на злотые. И мой банк эту операцию блокировал. Но зайдя в личный кабинет своего банка, я это ограничение снял, и все получилось. Даже с покупкой лицензии, адаптера и ключа все это вышло в несколько раз дешевле, чем у ключников и официалов. То есть смысл в этом есть однозначно. Чтобы не быть голословным, по цене вышло следующее. Брелок с нарезкой лезвия по фотографии с AliExpress $11, ELM адаптер с Bluetooth $9, Android программа с лицензией на один WIN-код $20. Итого $40. Согласитесь, за такие деньги получить дополнительный ключ для какой-то внештатной ситуации вполне адекватные деньги. Если честно, я не знаю, какая надежность у электроники этого брелка и насколько его хватит по сравнению с оригинальным, но надеюсь, что разницы между ними особо нет и будут работать они оба долго. Собственно, для самой подвязки брелка к машине нужно выполнить простые операции. Первое – это считать пин-код с оригинального ключа, и второе – прописать этот код в новом ключе. Делал я это для своего автомобиля Jeep Patriot 2015 года следующим образом. Вставляем ELM адаптер в диагностический разъем автомобиля. Включаем на телефоне Bluetooth, если он не был до этого включен. Вставляем ключ в замок зажигания и переводим в первое положение, но не заводим автомобиль. Запускаем программу JScan и выбираем не Jeep Patriot, а Jeep Wrangler JK. Я не знаю почему именно так для Патриота, но автор ролика, советом которого я воспользовался, рекомендовал именно Wrangler. В любом случае у меня все получилось этим способом. После выбора автомобиля программа предложит выбрать тип интерфейса, через который будет осуществлено соединение. В нашем случае это Bluetooth OBD2 ELM327. После соединения с мозгами автомобиля заходим во вкладку с названием Adaptation. Если лицензия на WIN-код автомобиля, которым идет подключение, не куплена, дальше программа не пустит. Если с лицензией все в порядке, находим пункт меню программирования ключей
Ignition Key Programming Settings. Если пин-код ключа известен, то этот шаг можно пропустить. Если его нужно узнать, то далее заходим в пункт считывания пин-кода Pin Reading, выбираем в выпадающем меню Target Value пункт Pin WCM3JK и после этого нажимаем на кнопку Go. Программа считывает данные и выдает пин-код. Этот код нужно запомнить или записать, так как он понадобится на следующем шаге. Далее возвращаемся в предыдущее меню и выбираем пункт программирования ключа Ignition Key Programming. Зайдя в него, перед нажатием кнопки Go вынимаем оригинальный ключ и вставляем тот, который нужно прошить, и поворачиваем его во второе положение, при котором загораются на приборной панели все контрольные лампочки, но не заводим автомобиль. И жмем кнопку Go. После этого на экране появляется предупреждающее сообщение. Жмем еще раз кнопку Go, после чего программа попросит ввести пин-код, который мы получили на предыдущем шаге. Жмем еще раз кнопку Go, программа делает свое дело и после этого выдает сообщение, что все успешно сделано. У меня несколько раз программа выдавала ошибку из-за того, что я ключ в замке зажигания ставил не во второе, а в первое положение. Дальше вынимаем ключ из замка зажигания, ждем некоторое время и вставляем его снова. Заводим автомобиль. Jeep Patriot первые секунды может помигать маленькой красной лампочкой на приборной панели и издать несколько раз предупреждающие звуковые сигналы. Но потом все станет в порядке, машина заведется и будут работать все кнопки, которые работали до этого на оригинальном брелке. Всем спасибо за просмотр данного видео. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. До новых встреч!